Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ленивый человек делает все быстро и качественно, чтобы потом не переделывать, а меня завалили работой. Моя постоянная подписчица Наталья из Челябинской области прислала мне лоскут. Много. Это бязь, остатки кроя и производственный брак. Будем все это приводить к общему знаменателю. Когда перебираю лоскутки, я не знаю, что буду шить, но, как показывает опыт, чаще всего нужны квадраты размером 15 на 15 сантиметров. И планирую еще одну работу. Мне для нее нужны полоски шириной 6 сантиметров, длиной 31 сантиметр. Естественно, для того, чтобы это выкроить, я не режу большие куски ткани, мне хватает и мелких обрезков. Сегодня в работе будут квадраты 15 на 15 сантиметров. Для начала их рассортирую, темные и светлые. Можно каждый блок из 4 квадратов составлять отдельно, но все равно все ткани и цвета у нас потом перемешаются. Поэтому квадраты можно разложить на 4 кучки и брать из каждой в произвольном порядке. Сегодня шить будем на юнике от Effective, но этот способ шитья самый старинный. Так шили давным-давно, и можно вообще все делать на руках. Все квадраты соединим попарно, темный со светлым. Шьем сразу все гирляндой, нитки не обрываем. В последнее время вспомнили про этот способ шитья лоскутных одеял и даже дали ему новое название – есенинское одеяло. Красиво звучит. Я, когда шила эти блоки, вспоминала детство. Мои бабушка Зинаида и дед Василий жили в деревне в Куйбышевской области, и мы детьми летом приезжали к ним в гости. В их доме была настоящая русская печка, и бабушка часто варила в печи настоящие томленые щи из кислой капусты. Незатейливое блюдо, но настолько вкусное. Мы пробовали повторить такое в условиях городской квартиры, в духовке, но получается не так. Бабушка ухватом доставала чугунок со щами из печи, разливала по тарелкам дымящееся варево. Помню цвет этих наваристых щей, темно-коричневый. В печке томили и молоко, а пенка на молоке была коричневой, очень плотной и вкусной. Я к чему это все вспомнила-то? Просто рядом с печкой на приступочке у бабушки всегда висели кухонные прихватки. Шила она их из темно-синей ткани, очень плотного сурового полотна. И сшиты они были по этой самой технологии, из 4 квадратов. Лоскутных одеял у бабушки я не помню, но в ее доме было очень много вещей, сделанных умелыми руками. На стене висела картина, букет цветов, вышитая крестиком, занавески, связанные крючком, полотенца, украшенные вышивкой и широкой каймой кружевом, связанным крючком. Одна заготовка будет состоять из 4 деталей. Эти квадратики держатся на соединительных швах. Строчку проложим пилоткой. Сначала прошьем одну короткую сторону, потом длинную, потом короткую. Обязательно закрепляем все швы. Вообще, в каждом доме были такие уникальные вещи. Бабушка с дедом держали овец, стригли шерсть, промывали ее, сушили. В доме была прялка, а бабушка потом в посылках присылала нам очень теплые вязаные варежки, перчатки, носки. Вязала она из темной пряжи, а белую пряжу окрашивали анилиновыми красителями в яркие цвета: ярко-розовый, изумрудный, бирюзовый. Бабушки уже давным-давно нет, но я до сих пор помню
эти замечательные варежки. Дальше работаем следующим образом. Нашу заготовку раскрываем, тянем за середины длинных сторон, чтобы совместились середины противоположных сторон, и прошиваем. Шьем все детали сразу гирляндой. Строчку прокладываем следующим образом. Пара сантиметров в начале детали, чтобы закрепить угол. Потом 5-6 сантиметров оставляем незашитыми. Это мы оставляем отверстие для выворачивания. И потом шьем до конца детали. Начало и конец каждого шва обязательно закрепляем. У полученных заготовок отрежем уголочки и вывернем, а потом их проутюжим. У нас получились детали 20 на 20 сантиметров. В каждый такой конвертик вкладываем синтепон. Но мне показалось, что это будет мало, и добавила еще немного наполнителя, обрезки синтепона и холофайбер, чтобы было попышнее. Конечно, вы понимаете, что наполнителем могла быть и овечья шерсть. Я все операции выполняю на швейной машинке. Это облегчает и ускоряет работу. Но такие квадратики, конвертики можно спокойно, не торопясь, сделать и вручную. Все заготовки прошьем по диагоналям, закрепим внутри наполнитель и дополнительно укрепим швы. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Прошили по одной диагонали, шьем по другой. Получаются прелестные пышные подушечки. Смотрите сами. Если вы считаете, что нужен еще один дополнительный шов, делайте. Узор из таких подушечек можно составить по-разному. Но здесь каждый мастер творит как хочет. Сшивать, соединять будем попарно. Конечно, в старину не было швейных машинок, и всю работу делали вручную. Но у нас есть швейные машинки. Укладываем две детали вместе в стык. На многих современных машинах есть шов. Он похож на зигзаг, но в нем машинка делает 3 стежка в одну сторону, потом 3 стежка в другую. Будем шить именно так. Обычный зигзаг не позволяет захватить сразу обе детали. Вы, конечно, понимаете, что я шью своим любимым методом, вертикальными рядами, собираю сразу все полотно, а после этого остается только прошить его по горизонтали. Вот такое небольшое детское двухстороннее одеяло у меня получилось. Самое главное, его легко увеличить, просто добавляя детали по мере роста его владельца. Раньше как делали? Вырос ребенок из одежды, целые места можно использовать дальше, пусть послужат в одеяле. Лоскутное шитье наше, исконно русское, и в каждом доме были такие одеяла. Работу в этой технике я еще продолжу, а вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!